Этой зимой мы с Виктором с канала «Лесные тайны» обнаружили заброшенный лесной кордон. Какое-то время на нем размещали пасеку, но потом, по неизвестным нам причинам, его оставили. Эта находка не давала нам покоя, и спустя время мы вернулись. Наша цель, используя найденные на территории материалы, попытаться восстановить хотя бы одну избу. Постепенно мы навели порядок в доме и вокруг него. Сделали окна, лежаки, стол, дверь. С первой нашей ночевки в старой избе прошло уже 5 месяцев. Зима сменилась весной, а вот уже и лето не за горами. И вот я снова в прекрасных лесах Чувашии. Но, как вы заметили, сегодня иду к нашему кордону один. Дело в том, что сюда ведут два маршрута. Один по старой заросшей просеке, другой напрямик через лес и бурелом. Мы с Виктором решили проверить, какой из них быстрее. Деревья уже покрылись листвой, лесные пейзажи завораживают. И я то и дело останавливаюсь, чтобы полюбоваться этой красотой. Недалеко от кордона протекает лесной ручей с чистейшей водой из родника. Умыться после тяжелой дороги – настоящее удовольствие. О, смотрите, свежий след лося. Приходил на водопой. А вот следующая находка заставила меня задуматься о смысле нашего существования. Мертвый дрозд. У каждого пути есть свой конец. Что ж, вот и конец моего сегодняшнего маршрута. И похоже, Виктор действительно меня обогнал. Здорово. Да, привет. Что-то ты быстро дошел. Да, мой путь оказался короче. Капец, я, пока шел, устал. Опять заблудился, блуданул немножко, как обычно. Да, бывает. Смотрю, тут у тебя что-то с мусором какой-то непорядок. Да. Что случилось-то? Да вообще, по ощущениям было, когда я сюда зашел, как будто бы были люди, первая мысль. На самом деле, все-таки, скорее всего, мыши это были. Ну что, друзья, мы наконец-таки добрались до избушки, до лесного кордона. Теперь уже можно это точно сказать. Витя был первым, обогнал меня. Но зато я набрал воды в ручье. Сейчас немножко тут все вещи разложим. И завтра уже делами займемся. Сегодня уже ничего делать не будем. Отдохнем. Вот.
Ну что, друзья, с добрым утром. Вчера, честно говоря, снимал мало и не совсем так, как хотелось бы, но просто реально очень мало сил было уже. После долгой дороги, то есть я в пути уже сколько? 5 дней. Сегодня 6-й день моего путешествия. То есть для тех, кто не знает, я выехал из Самары в Тверскую область, попутно заехал к своему тестю в Рязань, после чего отправился в Тверскую саму, да, то есть преодолел расстояние порядка там 1400 километров. Там посетил землянку Андрея с канала Forest Punk, переночевал в ней, встретил снег 1 мая. И получается 1 же мая и отправился дальше в путь-дорогу. И уже 2 мая, то есть вчера, да, я уже приехал вот сюда, в Чувашию, в республику. То есть тоже примерно 850 километров от Тверской до Чувашии прокатился, чтобы посетить эту избу. Вчера из дел особо ничего не делали. Единственное, погуляли, походили, побродили здесь, осмотрелись вообще, что есть, да, то есть нашли металлический лист, вот такой вот, сейчас покажу, во, то есть его можно будет как разделку под печь использовать там внутри. Заготовили доски немного для того, чтобы и дверь делать, и стол делать. Так вот, по плану сегодня еще сделать дверь, сделать стол здесь, и, конечно же, было бы здорово посадить сюда, я думаю, 2 елочки, например, да, под этим окном. В общем, чисто навести марафет. И, конечно, еще было бы неплохо сделать полы внутри вот этого тамбура. Доделать их. То есть полностью привести помещение в готовое состояние, в которое можно прийти. Нигде дырявых полов нету, везде есть двери, везде все есть. И везде есть еще зона для отдыха. Пакет висит там, да, это еда наша. Ночью +2, +3 где-то было, холодно. И продукты скоропортящиеся, вынесли сюда, повесили на дерево. Для того, чтобы мыши не грызли, да, и чтобы они сохранились. Конечно, был риск определенный, что какая-то живность может сюда прийти, но повезло, как вы видите, он висит не погрызанный, ничего, значит, все нормально, никто сюда не пришел. Немного моросит дождь, как бы он даже, наверное, дополняет всю вот эту вот атмосферу какой-то сказочности и полнейшего уединения в глухом лесу. Красивые ели стоят вон. Вообще, мне нравится местечко, отличное. Ветрено только, вот ветер такой не очень комфортный. Витя пошел за водой. Сейчас кофе попьем, съедим лапшу быстрого приготовления и займемся делами. И, наверное, теперь уже можно точно сказать, садитесь поудобнее, приятного вам просмотра. Погнали!
Как вы видите, за мной разрушенное какое-то хозяйственное хозпостройка, хозстроение. Вчера тоже, не снимая, разобрали его, то есть оно было все покосившееся, шифер сложили аккуратненько друг на друга, просто чтобы он не кололся, да, не стали его разбрасывать, иначе будет колоться, и везде вот эти вот осколки шифера будут лежать. Вообще в идеале весь мусор собрать было бы в одно место. И у нас есть идея, вот ту избушку еще, которая самая красивая, да, ну, например, в следующий раз весь мусор из нее вытащить и сложить здесь тоже в кучку. Что горит, что гнилое, то сжигаем, что не горит, ну, значит, складываем здесь аккуратно. Ну, а так здесь все равно строение было перекосившееся, оно и портило внешний вид, и, соответственно, материалы, которые в нем были, мы их используем на реставрацию избушки. Ну а пока я занимаюсь столом, Виктор начал заниматься уже полами в тамбуре. Тучно, но все равно красиво. Красиво лицезреть все эти летние теперь уже пейзажи. То есть мы здесь были зимой, мы здесь были весной, и теперь уже практически лето, потому что зеленкой все покрылось. Вот. Ну, уже, конечно, и летом тоже будет интересно приехать, и в том же ручье можно было бы даже искупаться каким-то образом. Может быть, там яму какую-то сделать небольшую, да, и в ней побарахтаться. Вода в ручье чистая, пить ее можно.
прошлый раз обсуждали то, что сзади дома избушки надо укрепить гнилой угол, прогнивший. Прибили доску с этой стороны, гвоздями ее скрепили в нескольких местах. И теперь этот угол уже более-менее надежно будет держаться. Плюс ко всему мы крышу в прошлый раз залатали. Вот. Так что избушка, надеюсь, проживет еще долго. Много листов металлических нашли, которые будем потом в дальнейшем использовать. И, возможно, сделаем проход для дымохода изнутри, заделаем. Ну и еще куда-нибудь, может, будем использовать. Короче говоря, материала много на самом деле здесь. Главное ходить, искать, собирать, и попутно еще сделали огород. Вы сами видели, то есть елочку посадили, там то ли береза, то ли не знаю, что это, какое-то еще одно дерево, и цветы. Стало намного красивее.
Многие спрашивали про чердак. Вот он в таком виде. Местами есть дыры в крыше, да, то есть гидроизоляция, конечно же, требует перекрытия полного по-хорошему. То есть всю крышу надо перекрывать заново. В принципе, можно будет с тех строений снимать вот эту вот изоляцию, да, прорезиненную, и приколачивать. Но для этого уже нужно приезжать сюда на дня 2-3, я так думаю. И делать это лучше всего, наверное, где-нибудь по осени. Ну, обстановка, конечно, великолепная сейчас. Посадили вон цветы, деревья, елочку и березы или орешник, может, не знаю, осина. Стало в 100 раз красивее возле избы. Вот. Дверь сделали. Дверь, на удивление, кстати, открывается. То есть я думал, что мы сейчас ее не сможем открыть вообще. Ну вот. Ручку даже сделали такие. Ну, видите, сделал бушкрафт ручки кустарные. Нормально. В принципе, все, что хотели сделать, сделали, я думаю, да. Вот. Ну, а сейчас будет обед, ужин, не знаю, завтрак, уже непонятно, что у нас будет. И это будут просто бургеры. Большой привет Сергею. Серега Поварешка, да, так называемый. Сережка Поварешка. Он посоветовал рецепт этих бургеров. Но, конечно же, я не купил ананасы. То есть, ну, в этом рецепте еще должны были присутствовать ананасы. Но, честно говоря, было и лень тащить, и вообще забыл. В бургерах будут использоваться булочки, помидоры, лук, соус и котлетки. Вот такие вот. Я думаю, будет все очень вкусно. Еще бы было подсолнечное масло, было бы еще лучше. Вот. Будем готовить сейчас. Ну и вы пишите в комментариях вообще, как вам эта избушка, что вообще вы бы еще, может быть, сделали, да, какие-то, может, идеи у вас есть. А у Вити, кстати, была тоже еще классная идея. Но мы думаем в перспективе, когда с избой закончим, с той избой начать делать тоже восстановление. Для начала убрать там мусор. Ну и вид у нее этот очень красивый, я вам скажу, зимой особенно. Может быть, даже печь там сделать, кирпичную, может и железную поставить. Ну, для начала, конечно, весь мусор убрать оттуда надо. И потом уже по обстоятельствам будем ориентироваться дальше, как что покажет время. Согласен, да, избушка тоже классная. И получается, что если мы еще из-за нее возьмемся, то будет восстановление целого лесного кордона. Ну, а так вообще, как вы поняли, здесь раньше в какой-то период времени собирали мед, да, то есть ульи стояли вот эти вот пчелиные. Весь мусор, который был в радиусе там уже, наверное, 15 метров, уже уничтожен, либо куда-то отнесен, ну, тот, который не горит. Здесь стало уютно, красиво, комфортно. И погнали готовить. Соус есть, да? Есть. Ну, вот такой вот у нас поздний обед. В целом, вроде бы ничего так получилось. Да, супер.
Вот и подошло наше время к концу. Посетили мы эту славную избушку, хорошо провели время, поработали, занялись огородом, можно даже так назвать, наверное. Наконец дверь появилась, наконец-то. То есть нам не страшно теперь ни медведь, ни серый волк и, собственно, вообще никто. Даже вот такие вот подвесы для инструментов сделали. Вот. Я надеюсь, что если кто-то сюда вдруг и придет, то в первую очередь оставит запись в тетрадочке и, может быть, какой-то свой вклад несет, ну или хотя бы пусть ничего плохого не делает. Со мной сегодня был Виктор с канала Лесные Тайны. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. Костер потушили, печку собрали и говорим этой избушке пока-пока. Жрать захочешь, все что угодно съешь. Ну что, дорогие зрители, все. Сейчас. Туплю. Ну что, дорогие зрители, посещение этой великолепной избы завершено. Что-то все.